Всем привет! Привет! Обычно у нас день начинается с обсуждения, что бы нам еще приготовить и какое видео снять. Но иногда жизнь носит свои коррективы. Как в этом случае. Нам друзья со своей фазенды привезли много грецких орехов и миндаля. И вопрос решился сам собой. Эти же друзья нам в свое время подогнали виноградные листья и определили сюжет следующего ролика. За что им огромное спасибо. Вот. Поэтому мы решили приготовить пахлаву. Тем более, что многие из вас об этом нас тоже просили. Но сегодня мы будем готовить не традиционную классическую азербайджанскую пахлаву, для приготовления которой требуется 10-15 слоев тонко раскатанного теста. Она вкусная, мы ее тоже приготовим, но сегодня мы будем делать так называемую сочинскую пахлаву, рецепт которого более простой, облегченный, но не менее вкусный. Ну что, от слов переходим к делу. Больше дела, меньше слов. Поехали! Для приготовления теста нам понадобится 600 грамм муки, 200 грамм сахарного песка, 200 грамм сметаны, 4 желтка, 200 грамм сливочного масла, 12 грамм разрыхлителя и щепотка соли. Сначала просеиваем муку. Добавляем в нее щепотку соли, разрыхлитель и перемешиваем. Сливочное масло нарезаем на кубики и добавляем к муке. Замешиваем до однородности. К желткам добавляем сахарный песок, перемешиваем и кладем сметану. Мешаем, пока сахарный песок полностью не растворится. В муке делаем углубление и выливаем полученную смесь. Перемешиваем сначала ложкой. А когда масса станет однородной, начинаем месить руками. Как только тесто у нас соберется в один комок, продолжим месить его на столе. Раскатываем тесто в цилиндр и делим на 3 равные части. Скатываем их в шарики. Выкладываем на тарелку. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минут на 20. Для начинки нам понадобится 600 грамм грецких орехов, 300 грамм сахарного песка, 5 белков, пол чайной ложки молотого кардамона и пол чайной ложки молотого мускатного ореха. Орехи слегка обжарим и измельчим их в блендере. Молотым орехом добавим сахарный песок, кардамон, мускатный орех и размешаем. Теперь выльем в эту массу белки и еще раз все как следует перемешаем. Противень выложим бумагой для выпечки и карандашом отметим края противня. Теперь бумагу выложим на стол и смажем растопленным сливочным маслом или растительным, без запаха. Выкладываем первую порцию теста на бумагу и начинаем раскатывать. Раскатываем в тонкий слой толщиной в 1,5–2 мм. Все лишнее с краев срезаем, а обрезки используем для устранения возможных дефектов. Перекладываем тесто на бумаге на противень. Смазываем маслом. Выкладываем половину начинки и распределяем ее по поверхности. Вторую и третью часть теста раскатаем уже на доске, предварительно присыпав ее небольшим количеством муки.
Аккуратно выкладываем тесто на начинку. Убираем все лишнее с краев. Смазываем маслом и кладем оставшуюся половину начинки. И все разравниваем. И, наконец, раскатываем и выкладываем третью, последнюю часть теста. Миндаль заливаем кипятком. Желтку добавим 20 мл молока, перемешаем и смажем эту смесью поверхность нашей будущей пахлавы. Затем разрезаем слоеную основу на ромбики. Очищаем миндаль от шкурок, так как после 5 минут в кипятке шкурки легко отделяются. Украсим миндалем каждый ромбик нашей пахлавы. И отправим ее в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут. А пока заварим щепотку шафрана, процедим и добавим к нему 100 грамм меда. Через 25-30 минут достанем пахлаву из духовки. Еще раз пройдемся ножом, чтобы разделить все кусочки. И заливаем медом с шафраном. Температуру духовки снижаем до 150 градусов и отправляем противень с пахлавой еще на 10-15 минут. Все, наша пахлава готова. Вот какая она красивая в разрезе и очень-очень мягкая и сочная. Ну что, друзья, вот какая у нас получилась пахлава. Надо теперь проверить. Она такая же вкусная, какая красивая. Да. Мы сейчас все проверим и вам расскажем. Я чайку налью. Обязательно. Будьте так любезны. Посмотрите, какой чай. Какой золотистый. С чабрецом? Да, обязательно. О, это я люблю. Аромат О, чувствуешь? какой ароматный. Ну, у нас не про чай видео, про пахлаву. Да, Поэтому... пробуйте. Берите самый верхний кусочек. Видите, друзья, как ее много. Можно накормить очень большое количество людей. Знаете, половинку или? Да. Дайте так прямо, сломайте. Нет, не поменьше. Ну, как скажете. Отлично. Все пропиталось, все нежное. Слов нет. Потрясающая пахлава. Потрясающая. Вкусная, ароматная. Мускат, кардамон. Да, Все чувствуется. Все чувствуется. И вместе с тем меру. То есть избыточного вкуса нет. И самое главное, намного проще, чем готовить настоящую пахлаву. Она, конечно, получается более пропитанная медом, более жирная, но одно дело 12 слоев готовить, а одно дело 3 слоя. 3 слоя. Достаточно быстро. И всех, кто хочет порадовать себя и своих друзей, очень рекомендуем упростить процедуру и готовить себе вот такой пахлаву. Но мы, согласись, реальный, это даже не сочинский пирог. Мы рецепт сочинского пирога адаптировали под стилизованную пахлаву. Поэтому тут присутствует мед, тут присутствует кардамон, и она внешне очень да похожа. И по вкусу она практически ничем не отличается. Поэтому, друзья, мы вам очень рекомендуем попробовать приготовить такую пахлаву и порадовать всех своих друзей и близких. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых
вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!